Всем привет, меня зовут Алла, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как буду приводить в порядок кукол Барби и не только, которые я купила в секонд-хенде. Главными героинями сегодняшнего видео будут выступать вот такие три красотки от фирмы Metal. Это куклы Барби, но также в этом видео покажу еще несколько фирменных разных кукол, которые я за это время привела в порядок. Конечно же, на просторах Ютуба есть очень много разных способов, разных лайфхаков, как привести волосы в порядок, как вернуть им прежнюю красоту или же как их восстановить. И, естественно, я вам покажу все, что я попробовала, все, что сработало или же не сработало. Но главное, что я вам расскажу из своего личного опыта, это то, какие я сделала выводы из того или иного способа. Первое, что понадобится, конечно же, расчески. У меня вот такие есть две кукольные, и это моя расческа, которую я покупала себе, но она человеческий волос ужасно расчесывает, я бы сказала, практически не расчесывает. А вот для кукольных дел она подошла идеально. У этих трех красоток нет запутанных волос, поэтому еще на сухие волосы я их прекрасно расчесываю. Но также я в этом видео покажу еще один экземпляр, который мне пришлось вычесывать специальной щеткой, не расческой, а щеткой, которой обычно вычесывают животных, то есть кошек, либо же собак. Но это чуть дальше. Теперь переходим к спа-процедурам. Я использую белое хозяйственное мыло. Многие рекомендуют взять обычное, темное, но я попробовала и одно, и второе. И скажу честно, что белое мне понравилось больше, то есть эффект тот же, оно прекрасно очищает. А вот это мыло обычное, да, вот такое темное, оно, я бы сказала, просто дает еще дополнительно неприятный запах. Поэтому использование белого хозяйственного мыла вполне очищает полностью все загрязнения. Вы видели, что блондинка у меня и на лице была такая немножко неухоженная, да, и руки, и ноги были в пятнах. Это мыло все прекрасно отмыло. Вы видите, что я взяла старую зубную щетку и вот так прохожусь полностью по всем красоткам. Зубная щетка у меня средней жесткости. Не берите жесткую, иначе можно повредить макияж. Теперь перехожу к волосам. Я подготовила детский шампунь. Это не обязательно, можно взять и взрослый. Я также пробовала, также хорошо работает. Также понадобится любой бальзам. Причем бальзам может быть как для смягчения стирки, который вы используете в стиральную машинку, так и бальзам для волос. Я использовала бальзам для волос двух видов. И точно могу вам сказать, что лучше всего используйте и берите те бальзамы, в которых содержатся сульфаты, силиконы и вот это все, от чего в последнее время люди пытаются избавиться. То есть покупая себе бессульфатные шампуни или же маски. А вот для кукольных волос лучше побольше химии. Шампунь я нанесла и смыла, а вот бальзам я нанесла. Также беру расческу, прочесываю. Вот вы видите, что на волосах присутствует бальзам. Вот так хорошенечко прочесываю и оставляю примерно на несколько часов. Время прошло, смываю кондиционер и опускаю волосы куклы в кипяток для того, чтобы их выровнять. Теперь качественно расчесываю красоток, в том числе зубной щеткой, и оставляю сохнуть. Вот такой результат у меня получился. И тут как раз таки начинаются мои первые вопросы. Почему, смотрите, у блондинки все идеально. Вот такие очень красивые, рассыпчатые, очень приятные на ощупь волосы. Смотрите, какой эффект. Есть объем и результат превосходный. Хотя изначально я считала, что у нее самые сложные волосы, и с первого раза, возможно, что-то пойдет не так. Но что-то пошло не так с вот этими двумя красотками. Волосы абсолютно сухие, но вы посмотрите на их эффект.
такое впечатление, что они жирные. Ну, на самом деле это выделяется клей и вот так жирнятся волосы. Поэтому с этими двумя красотками я продолжаю дальше работать. Детская присыпка, либо же тальк. Очень тщательно посыпаю и на корни, и на длину волос, не жалея. Так оставляю на ночь. Затем мою, сушу. И, как вы видите, результат практически не изменился. Я бы сказала, вообще не изменился. Далее продолжаю и тестирую следующий лайфхак с автопастой. Вот рыженькая у меня уже в автопасте. Сейчас покажу ее, как она выглядит. Вот такая. И также процедуру делаю на ночь, оставляю до утра. Утром мою и смотрим. Вот такой результат. Я бы сказала, уже лучше в разы, но я все равно ним недовольна. Поэтому продолжаю и пробую еще один способ. Кстати, после автопасты я использовала фейри для мытья посуды. Сейчас беру сиф. Ну, это не обязательно. Главное, чтобы это был антижир и это была жидкость, то есть не порошок, а именно жидкость. Также работаю в перчатках. Наношу очень тщательно, распределяю по корням, а также по всей длине волос и оставляю красоток где-то на 2-2,5 часа. Можно меньше, можно больше, все зависит от степени загрязнения. После этого все стандартно. Шампунь, бальзам, расческа и ждем, когда высохнут, чтобы посмотреть результат. И вот как раз таки в этот раз я довольна. Несмотря на то, что, возможно, вам покажется на видео, что и предыдущий вариант был неплох, но поверьте, тогда и сейчас на ощупь волосы абсолютно разные. И вот именно сейчас я довольна результатом. Теперь расскажу о своих выводах, которые я для себя сделала. Во-первых, фирма Metal, которая выпускает куклы Барби, имеет два завода, которые и выпускают куклы. Один находится в Китае, второй в Индонезии. И оказывается, несмотря на то, что это один и тот же производитель, и по идее у него должны быть одни и те же требования, но эти заводы работают с абсолютно разными материалами. И изучив этот вопрос, пообщавшись с коллекционерами, я узнала о том, что, например, куклы, сделанные на китайской фабрике, будут 100% иметь лучше и качественнее волосы, нежели куклы, которые были сделаны в Индонезии. В то же время, как, например, тело куклы, выпущенное на китайском производстве, будет уступать по качеству тела такой же куклы, выпущенной в Индонезии. Опять же, все зависит еще и от года выпуска. Поэтому однозначно сказать, какая-то лучше, какая-то хуже нельзя, так как все очень индивидуально. Просто к каждому материалу свой подход. И это точно так же, как ухаживать, например, за шерстяными изделиями, либо же изделиями из хлопка. Также обещала вам показывать разные преображения разных фирм и разных куколок. Вот у меня вот такая Симба. Смотрите, вот Симба. Это маленькая кукла Эви. И вот в таком она состоянии. Волосы у нее густые, а также по качеству отличается от тех кукол Барби, которые я только что вам показывала. Для нее я сделала только одну процедуру: детский шампунь и обычный бальзам для волос. И вот такой результат с одной процедуры самыми обычными средствами. Объем прекрасный, у нее не жирные волосы. Мне бы хотелось, чтобы они были мягче, но дополнительных процедур я ей не делала, так как меня устраивает и этот результат. Следующие две красотки вот такие, также от фирмы Metal. Это младшая сестра Барби, которую зовут Челси. Вот такие разные они.
У этой куколки шарнирные ноги. Сделана она в Китае. И вот такие у нее волосы, достаточно жирные. Видно. А вот эта вторая куколка сделана в Китае. И вот даже на вид у нее абсолютно другие по качеству волосы. Ну что ж, я в этом случае применяла просто шампунь и бальзам, а во втором случае пробовала исправить все тальком. И вот такой результат у меня получился. На самом деле 50 на 50. Вот этим результатом довольна. Этим, конечно же, нет. Буду переделывать, буду использовать средства антижир, так же, как и было с куклами Барби. Но здесь абсолютно другая ситуация, да, то, что я вам рассказывала, да, про китайскую фабрику или Индонезию. Здесь все наоборот. У куклы с фабрики Индонезия волосы оказались намного лучше, вот видите, разница, да, нежели у куклы с китайской фабрики. Ну, а это симбочка, которую я заплела в хвостик, смотрите. Отлично держит форму. Когда я сказала, что я хочу их сделать мягче волосы, да, но когда заплела хвостик, посмотрите, как он держит форму. Просто, я не знаю, ну идеально. Я с Симбой ничего делать не буду, а с Челси еще поработаю. А вот эта модель очень интересная. Посмотрите на состояние ее волос, несмотря на то, что куколка очень красивая. Но с волосами, конечно же, нужно поработать. Естественно, здесь не самый запущенный вариант. Я видала и похуже, будем так говорить. Но тем не менее. Так как волосы у нее не только запутанные, но и жутко жирные, тяжелая артиллерия идет на помощь. Это, как я уже вам и говорила, щетка для вычесывания шерсти у животных. С помощью нее я расчесала и затем приступила к мытью. Вот так выглядит куколка, когда я ее просто расчесала, еще не мыла. Кажется, что уже, в принципе, да, хорошо, но смотрите, я вам покажу, что происходит сзади. А сзади у нас вот такая история. Вот тут очень-очень жирные волосы. И тут я уже не стала тратить свое время на эксперименты с тальком. Сразу же взяла средство антижир, помыла. И вот такой результат получился. И также покажу поближе. Я думаю, что это видео многих вдохновит на то, чтобы привести в порядок куколки от ваших родных. Или же, возможно, вы так же, как и я, захотите приобрести несколько экземпляров в свою коллекцию, либо же просто для красоты. И вас не остановит их изначальный внешний вид. Ну и на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, было интересным, полезным, поставьте ему лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.